Мы давно говорили о странном убеждении, которое висит в воздухе. Почему-то многие решили, что приход к власти в США Дональда Трампа не просто приближает перспективу мира, но буквально предвещает конец войны. Черт его знает, как это назвать. Давайте назовем коллективной интуицией. Когда реальных причин так думать вроде нет, но все именно так почему-то и думают. И ладно бы просто думали, это безвредное упражнение. Но, судя по всему, люди свои безобидные мысли конвертируют в реальные действия. Ольга Романова на днях рассказала, что заключенных перестали брать на службу, что спущен неофициальный приказ срезать их на медкомиссии. И происходит это по удивительной причине. В военкоматы и без зэков стоят очереди. Люди, оказывается, в каком-то значимом количестве решили, что раз сейчас Дональд Трамп пришел, то он порядок наведет. Войне вот-вот конец. А значит, можно быстренько денег получить, а воевать идти не придется. Мол, пока на полигон съездишь, уже и мировую подпишут, а несколько миллионов на счете останутся. Если мысль такая существует, то она настолько опасна и губительна, что имеет смысл записать отдельный ролик для тех, кто, возможно, решил сыграть с российским государством, исходя из одной лишь интуиции, поставив при этом на кон собственную жизнь. Есть ключевая проблема таких решений. Она связана с нынешним положением вещей. У нас по состоянию на сейчас есть ровно 0 реальных оснований думать, что война подходит к концу. На фронте с каждым днем и месяцем мы видим только эскалацию. Бои становятся ожесточеннее, в них гибнет больше людей. Больше не на проценты причем, если сравнивать с первым и вторым годом войны. Больше в разы. Обе стороны фигачат по территории друг друга всем, что есть под рукой, каждый день. Это настолько стало нормой, что прилеты по России прошли путь полного забвения. Сначала это были первополосные новости, потом просто новости. Потом они стали частью ежедневных сводок, а теперь даже в сводках приводят только самые яркие попадания. Нефтебазы и НПЗ горят каждый день. Собственно, рост единовременных выплат, он же тоже не на ровном месте случился. Регионы просто пытаются хоть как-то справиться с новыми планами по набору рекрутов. Эти планы они не сами себе придумали, эти планы спущены из центра. Значит, центр рассчитывает, что в обозримой перспективе нужда в притоке новых людей на фронт не отпадет. С точки зрения законодательного регулирования у нас нет даже и близко никаких намеков, что готовится или хотя бы обсуждается отмена президентского указа о мобилизации. Такого указа, который превращает любые отношения с Министерством обороны в бессрочные. Никаких намеков, что в ближайшее время контракт можно будет разорвать, нет. Разлитое в воздухе ощущение, что конец не за горами, совершенно безвредно для рассуждений общего порядка. Безвредно, когда вы просто об этом думаете. Ведь если спустя полгода или год окажется, что вы ошибались, то никаких последствий не будет. Ну, думали и думали. С другой стороны, если Ольга Романова права, а у нас нет оснований ей не доверять, если сейчас нашлось много людей, которые на основании бытовой интуиции решили поиграть с государством, если есть те, кто всерьез думает, что военкоматы превратились в специальные кассы по выдаче бесплатных денег, что миллионы в клюве унесем, а пока туда-сюда, там уже и Трамп все разрулит, и воевать не придется. Если размышления о скором конце войны приводят к такого рода действиям, то размышления эти влекут реальную угрозу, они смертельно опасны. Надо помнить несколько истин, которые верны безотносительно обстоятельств. Во-первых, если вы находитесь внутри системы российского государства, то играть с ним по его правилам, рассчитывая выиграть, это безумие. Вы всегда проиграете. Не существует таких реалий и таких обстоятельств, где режим Владимира Путина раздает деньги всем желающим просто с целью причинить им счастье. Смысл единовременной выплаты в том, что государство покупает вашу жизнь, покупает право делать с ней что угодно. Это билет в один конец. С тех пор, как вы верили свою жизнь российскому государству, никакого обратного хода у этой сделки нет. И если вы вдруг ошиблись относительно перспектив, подумали, что войне скоро конец и дальше полигона вы не уедете, а вышло все не так, то ваши шансы пополнить список некрологов медиазоны гораздо выше, чем шанс насладиться этими миллионами. Надо четко понимать, по состоянию на сейчас, когда Дональд Трамп находится у власти чуть больше 2 недель, у перспективы окончания войны статус даже не бабка надвое сказала или вилами по воде писано. У этой перспективы нет ни вил, ни бабки, вообще ничего. Люди, которые решили так лихо оказаться умнее всех и сейчас идут в военкоматы за деньгами,
делают это на основании абсолютно фантазийных предположений. И если вдруг они не оправдаются, то даже претензии предъявить будет некому, ведь им никто ничего не обещал. Похоже ли происходящее сейчас на что-то, что мы уже на этой войне видели? Да, похоже на начало мобилизации, реакцию мобилизованных и их родственников. Почему-то все тогда решили, что это приключение максимум на год, что это как призыв, немножко послужит и вернуться. Никто такого не говорил хоть сколько-то официально, никто даже не намекал. Просто, как стало понятно задним числом, люди почему-то решили, что государство не может поступить иначе. Что если оно людей забрало, то обязательно вернет. Именно поэтому родственники мобилизованных начали протестовать спустя ровно год. Потому что для людей стало полной неожиданностью, что такое может быть вообще. Что государство может забрать человека и не вернуть. Вернуть при этом никто не обещал. Но народная интуиция сама за государство додумала, а потом люди возмутились обманутым ожиданием. Но в данном случае ситуация гораздо более опасная. Массовое заблуждение может не только критически усложнить судьбы тех, кто пришел забирать миллионы, а будет при этом брать очередные руины очередного хутора. Массовое заблуждение может иметь прямое влияние на дальнейшую судьбу самой войны, где с самого начала нет никакого плана. Она ведется всем, что есть в наличии, и настолько успешно, насколько позволяют ресурсы. Произвели и накопили массу ракет, устроили массированную ракетную атаку. Завезли северокорейских солдат, тут же отправили их в Курскую область. Снаряды, танки, техника – ничто не идет в резервы и на базы хранения. Все отправляется немедленно на фронт. Самый дефицитный и дорогой ресурс для этой войны – люди. Это первая большая война в человеческой истории, которая ведется посредством поиска наемников среди собственных же граждан. Посредством индивидуальной скупки людей за очень большие деньги. И, конечно, это обстоятельство ограничивает масштабы войны. Путин на практике убедился, что не может позволить себе по-настоящему массовую мобилизацию. А с индивидуальным рекрутингом за деньги поток людей в армию никогда не будет на уровне потребностей этой армии. Армия всегда будет жить с дефицитом. В любых размышлениях о перспективах войны, о том, насколько критично ее хоть как-то закруглить, Путин в первую очередь будет опираться не на какие-то абстрактные соображения, а на то, как у него идут дела в принципе, насколько в принципе он может ее продолжать. Резкий приток новых рекрутов, возникновение некоторого избытка людей, пригодных для войны, это аргумент в пользу чего угодно, но только не того, что войну надо сворачивать. Под рукой куча народу, подписавшихся встать под ружье, которым уже заплатили. Так зачем же заканчивать? Мрачный парадокс заключается в том, что чем больше людей, влекомых иллюзией, идут в военкоматы, предполагая, что война закончится раньше, чем они на ней окажутся, тем успешнее выполняются и перевыполняются планы по призыву. И тем ниже шансы, что война действительно закончится. В кои-то веки в армию идет стабильный поток людей, безо всяких возмущений и протестов, даже наоборот, с большим энтузиазмом. Какая разница, чем вызван этот энтузиазм? Какая разница, что там люди себе напридумывали, чтобы прийти? Главное, что ресурс продолжать войну есть. Усилия извне, конечно, могут на что-то повлиять. Будь это Дональд Трамп или кто угодно другой. Но в любом случае решение о заморозке или приостановке этой войны будет принимать человек, который единоличным решением ее развязал и уже 3 года ведет – Владимир Путин. Решение это будет принято в первую очередь на основании одного единственного аргумента – дела идут хорошо или плохо? Можно ли продавить себе побольше населенных пунктов, квадратных километров? Есть ли возможность все закончить на условиях получше, чем есть сейчас? Условно говоря, можно ли выполнить хотя бы одну из формальных целей войны? Попробовать выйти на административные границы Донецкой области, например. А может быть, можно захватить те 4 украинских региона, которые объявлены субъектами Российской Федерации и прописаны в Конституцию. Продолжение войны дает возможность окончить ее на лучших условиях или на худших. Ветер дует в паруса или нет? Если в военкоматы спокойно идет поток людей, то становится совершенно без разницы, сколько гибнет в окопах. Потому что люди есть. Есть возможность пройти еще дальше, получить еще больше. Пока реальность состоит в том, что за 2 недели после прихода к власти Трампа они с Путиным даже не созвонились. У нас нет буквально ничего, кроме мутных разговоров людей, предельно далеких от принятия решений. Ни одного намека, что какие-то переговоры когда-то, возможно, будут. А возможно, и не будут. А возможно, будут, но останутся только переговорами. А возможно, до чего-то там и договорятся, но никто ничего не будет соблюдать. Вариантов много.
Но в каждом особо хитрый гражданин, решивший поиграть с государством в деньги, во-первых, ставит на эту игру свою жизнь, а во-вторых, дает государству понять, что людей у него сколько угодно, и их убивать не переубивать. Мы не знаем, насколько масштабно это явление, как много граждан заблуждается о планах российского государства, сколько людей решили поиграть в лотерею со ставкой в жизнь. Но если Ольга Романова права и очереди действительно есть, это очень плохая новость для всех. И для тех несчастных, кто решил сыграть. Потому что они проиграют. И для всех остальных. Потому что избыток кадров в армии ближе к концу войны нас точно не делает. Если вдруг где-то в вашем окружении стали возникать какие-то вот такие предприимчивые товарищи, которые решили, что очень хорошо понимают в геополитике, и что российское государство стало организацией, которая деньги раздавать будет, а убивать не будет, постарайтесь как-то вернуть их в реальность. В реальность, которая четко говорит, никаких оснований для таких мыслей нет. Это все фантазии и иллюзии. Причем фантазии и иллюзии, которые предприимчивого товарища убьют. До завтра.